Трое маленьких черных щенков оказались в смертельной ловушке среди высокой сухой травы за старым фермерским домом. Огромный питон обвил их своим тяжелым телом и с каждой секундой сжимал все сильнее. Щенки жалобно скулили, пытаясь вырваться, но были слишком слабы. Их мать исчезла еще утром, ее прогнали бродячие собаки, устроившие драку возле фермы. Неподалеку мужчина по имени Даниэль стоял по другую сторону глубокого оросительного канала. Он видел все через бинокль и чувствовал, как от ужаса дрожат его руки. Добраться до щенков быстро он не мог, склон канала был слишком крутым. Ему оставалось лишь беспомощно смотреть, как питон медленно душит малышей под палящим солнцем. Внезапно высокая трава зашевелилась. Из нее появилась взрослая слониха по имени Майя. Несколько дней назад Даниэль видел, как она потеряла своего детеныша после жестокой схватки с разъяренным самцом. С тех пор Майя бродила одна, медленно и молчаливо, словно полностью сломленная горем. Теперь она направлялась прямо к питону. Даниэль замер. Щенки не были частью ее стада. Они даже не являлись дикими животными, всего лишь домашними собаками. Но Майя не прошла мимо. Слониха подняла огромную ногу и с силой ударила по земле рядом со змеей. Земля дрогнула. Испуганный питон резко ослабил хватку и быстро скрылся в траве. Щенки рухнули на землю дрожащей кучкой, тяжело дыша от страха. Майя осторожно опустила голову и коснулась каждого щенка своим хоботом, словно проверяя, живы ли они. Затем она встала над ними, закрывая малышей своей огромной тенью от невыносимой жары. Самый маленький черный щенок жалобно заскулил и прижался к ее ноге. Тогда Майя аккуратно обвела его хоботом и подтянула ближе к себе. Даниэль не мог поверить своим глазам. Слониха, потерявшая собственного детеныша, решила стать матерью для 3 брошенных щенков. С этого дня мужчина начал приходить туда ежедневно. Все происходящее казалось настоящим чудом. Майя защищала щенков от любой опасности, держалась подальше от других слонов и всегда внимательно следила за малышами. Ночью щенки спали возле ее ног, прижимаясь к теплому боку слонихи. Со временем они окрепли, стали активными и игривыми. Они бегали вокруг Майи, забирались ей на ноги и даже клали головы на ее хобот. Для них она давно перестала быть просто слоном. Она стала их семьей. Прошли годы. Черные щенки выросли в сильных взрослых собак и однажды ушли к деревням за равниной. Майя снова осталась одна, но судьба подарила ей еще один шанс стать матерью. У нее появился новый слоненок по имени Киба, спокойный и ласковый малыш, которого она оберегала больше собственной жизни. Шли годы, Майя старела. Ее движения стали медленными, а сил становилось все меньше. Однажды она вместе с Киба отстала от стада и шла через открытую равнину. Именно тогда из высокой травы появились гиены. Хищники быстро разделились на 2 группы. Одни начали окружать Майю, отвлекая ее щелчками зубов и рычанием. Другие бросились прямо к Киба. Маленький слоненок испуганно закричал. Майя пыталась защищать сына, но она была слишком уставшей, чтобы сражаться сразу со всех сторон. И вдруг вдали появились 3 быстро движущиеся фигуры. 3 сильные собаки неслись прямо к гиенам. Даниэль снова поднял бинокль и сразу узнал их. Это были те самые черные щенки, которых Майя спасла много лет назад. Собаки без страха атаковали гиен. Самая крупная бросилась защищать Киба, громко лая и кусая хищников. 2 другие набросились на гиен возле Майи. Началась яростная схватка, пока гиены наконец не отступили и не скрылись в траве. Когда все стихло, одна из собак подошла к испуганному Киба и осторожно коснулась носом его морды. Слоненок медленно поднял хобот и прикоснулся в ответ. Майя подошла ближе и мягко положила хобот на спину собаки, точно так же, как когда-то давно успокаивала маленького щенка. Добро вернулось спустя годы. 5 существ из совершенно разных миров стояли рядом как настоящая семья. И в тот момент Даниэль понял, даже в самом жестоком мире любовь и доброта никогда не исчезают бесследно.